Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узоров уже очень много, поэтому для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. И я надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не потерять его. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появится новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, разные города, разные страны, огромнейший привет, слова благодарности за вашу поддержку, за ваши отзывы, за ваши комментарии. Спасибо вам большое. Я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы в последнее время работаем много, да. Это Alize Angora Gold Simli. Новички, кто еще не вязал, не пробовал, классная ниточка. Смотрите, в 100 граммах находится 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. И крючок нам здесь говорит производитель, берите от двоечки до четверочки. Кто давно на канале знает, что я эту пряжу вяжу троечкой. Очень нравится сочетание. Вы можете брать двойку, 2,5, 3, 3,5, 4 на ваше усмотрение. Смотрите, здесь производитель, смотрите, фотографию поставил, что очень классная пряжа для шали, для палантинов. Действительно так. Но не ограничивайте свою фантазию. Используйте в кофточках. Используйте, возможно, там в шарфиках, в жилеточках, в кардиганчиках, ну где угодно. Итак, кто спрашивает цвет? Смотрите, цвет номер 363. На камеру, в принципе, да, вот так вот цвет и передается, какой он есть на самом деле. Итак, мы будем с вами сегодня вязать, возможно, для палантинчика узор, а возможно для всего, с чего вы только придумаете. Угу. Схемку, как всегда, я прилагаю. Схемку нашла хорошего качества, поэтому хорошего качества прилагаю. Плохим качеством видео не порчу, да? Итак, смотрим на схемку, делаем скриншот, повторяем, да, схемка ходит в интернете в общем доступе. И если что, смотрим, повторяем за руками, да. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы. Сегодня мы с вами сделаем образец, состоящий из 45 воздушных петелек. Раппорт узорчика сам по себе 22 воздушные петельки. Мы сделаем 45. Смотрите, новички, кто еще не знает, ниточка классная. Вот так вот 3 получается вне ниточки, да, видите, металлик тоже есть. Ниточка не сильно пушистая, но вот эти вот волоски небольшие, они в процессе вязания могут цепляться и немножечко, так скажем, дискомфортно. Но нужно просто привыкнуть к этой ниточке. И если вы вдруг ошибетесь, да, надумаете распустить. Распустить этой ниточкой сложновато. Можно, но сложновато. Понятно? Так что заранее знайте, что ниточка и классная, и ниточки есть плюсы, и ниточки есть минусы такие небольшие. Итак, делаем петельку фиксации. Так, мы ее при наборе петелек считать не будем. Понятно? Петелька фиксации, петелька фиксации. А теперь 45 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Вот наш будущий образец. И по схемке вы уже увидели, да, что у нас первоначальный ряд, очень много воздушных петелек. И я рекомендую сделать новичкам особенно вспомогательный ряд из столбиков с накидом. Что это такое? Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую ныряем. Так, в пятую ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Следующая, накид, в следующую петельку ныряем, опять вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. И так далее. И в следующую, друг за дружкой в каждую петельку ныряем и провязываем столбики с накидом до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 45 воздушных петелек, у вас должно получиться 45 столбиков с накидом. И смотрите, вот эти 3 петельки, да, которые у нас были в самом начале, мы их тоже считаем. Это у нас получается имитация столбика с накидом. Поэтому сейчас провязываем до конца ряда аккуратненько, так, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, а потом приступим к самому узорчику. Так, смотрите, вот такая вот дорожка получилась аккуратненькая из столбиков с накидом. Теперь она будет намного-намного проще и легче вязать непосредственно сам узорчик. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот.
Теперь делаем опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. По итогу мы здесь набираем 6 воздушных петелек. Так. Далее, смотрите, 2 столбика, то есть вот он первый наш столбик, да, следующие 2 столбика пропускаем. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Следующий столбик опять провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Вот так вот получается. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А непосредственно в наших столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый столбик ныряем и будем делать пышный столбик. Смотрите. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид, нырнули опять сюда же, провязали 2 петельки, стоп, накид, нырнули сюда же, провязали 2 петельки, стоп. И когда у вас на крючке 4 петельки, провязывайте их вместе. Раз, понятно? Вот такой вот у нас получается пышный столбик. Идем дальше. 2 воздушные петельки. В наших столбиках пропускаем всего лишь один столбик. И в следующий столбик провязываем точно такой же пышный столбик, состоящий из 3 столбиков. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3. Теперь, когда у нас 4 петельки на крючке, провязываем их вместе. Раз, опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Столбик пропускаем. И следующий получается столбик. Еще точно такую же провязываем шишечку, да, пышный столбик. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3. Все вместе. Провязали, сделали 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Видите? Вот у нас такие вот получились 3 пышных столбика. Идем дальше. Пропускаем в наших столбиках 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Раз. И в следующий столбик. Обычный столбик с накидом. 2. Вот. Понятно, да? Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. А в столбиках пропускаем всего лишь 2 столбика. Раз, два. И в третий ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. А в столбиках пропускаем 2 столбика. Раз, два. И переключаемся на третий. Провязываем обычный столбик. Раз. И следующий обычный столбик 2. То есть сейчас вот начиная вот этого столбика, да, мы с вами дальше будем вязать, продолжать, как мы с вами вязали в самом начале. Понятно? То есть делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый делаем наш, получается, пышный столбик. Поняли, да? Вот, раз, два, 3. Провязали 2 воздушные петельки. Раз, два. Столбик 1 пропустили. В следующий опять пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали 2 воздушные петельки. Опять пропустили в столбиках наших, получается, 1 столбик. И в следующий делаем точно такой же, получается, пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. В столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. В пятый, получается, ныряем, делаем столбик с накидом. И если будем считать, то это шестой, да? Делаем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 2 столбика пропускаем. И вот до конца ряда дошли. В третью петельку подъема провязываем обычный столбик с накидом. Вот такой вот получается у нас первый ряд. Угу. Итак, приступаем ко второму ряду. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы с вами провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Далее идем, провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И далее мы с вами, смотрите, переключаемся вот к этим нашим столбикам. По схемке они у нас обозначены как обычные столбики с накидом. Давайте сделаем их рельефными, будет красивее. То есть попробуйте и так, попробуйте и так. Смотрите, вводим крючок вот таким вот образом. Будем делать рельефный лицевой столбик с накидом. Столбик получается перед крючком. Вытянули ниточку. А теперь смотрите внимательно, как будем провязывать. Вначале 1 петельку, потом 2, 2. Понятно? Еще раз. Точно так же. У нас получается столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 1 петельку, 2, 2. Вы можете провязывать просто обычные столбики. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3.
Теперь вот наши, получается, шишечки, да, пышные столбики. Мы ныряем между первым и вторым вот этими пышными столбиками вот сюда, вот в эту арочку. И провязываем еще один такой же пышный столбик. Раз, два, три. Провязали 2 воздушные петельки. И в следующую арочку точно так же ныряем. Такой же пышный столбик делаем. Раз, два, три. Вместе провязали. Здесь мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся опять к нашим вот этим 2 столбикам. И будем их провязывать. Я буду провязывать рельефными лицевыми столбиками. Вы можете как хотите провязывать. Можете обычно по схемке провязать обычными столбиками. В моем случае будет 2 рельефных лицевых столбика с накидом. Они чуть-чуть удлиненные, поняли, да? То есть я провязываю не по 2 петельки, а вначале 1 петельку, а потом 2. Итак, идем дальше. Вот, видите, вот такая вот получается красота. То есть со временем вы увидите, какой здесь будет объемчик рельефа вырисовываться. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот у нас был центральный один столбик стоял. Мы присоединяемся к верхушке и провязываем за верхушку 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять наши 2 столбика, которые я буду провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Так. И второй точно так же столбик. 1 петелька, 2, 2. Понятно, да? Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот к нашим таким вот пышным столбикам. В первую арочку ныряем. Раз, два, три. Провязали. 2 воздушные петельки. Раз, два. И во вторую арочку ныряем. Точно так же провязываем пышный столбик. Раз, два, три. Провязали. И теперь переключаемся к нашим вот этим 2 столбикам. 3 воздушные петельки делаем. Раз, два, три. Я опять провязываю вот эти 2 столбика рельефным лицевым столбиком с накидом. 1 петелька, 2, 2. И еще раз 1 петелька, 2, 2. И заканчиваем непосредственно наш ряд. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот, вспоминайте, мы здесь делали, получается, 3 петельки подъема и 3 петельки узорчика, да? Давайте отсчитаем. Раз, два, три. 3 петельки узорчика. Вот наша 3-я петелька подъема. Ныряем в нее и провязываем здесь 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Вот, мы закончили с вами, получается, уже второй ряд. Смотрите, да, получается красота. Приступаем к 3-му ряду. Итак, берем нашу петельку, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И получается, мы здесь сымитировали столбик с накидом, правильно? Во второй столбик ныряем и провязываем здесь 2 столбика. Раз столбик и сюда же 2 столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот на наши рельефные столбики. В данном случае, да, вот в этом ряду я буду провязывать их рельефными изнаночными. Смотрите. Раз столбик. Сейчас, секундочку. Раз. Провязываем 1 петелька. 2, 2. Накид. Рельефный изнаночный. То есть получается у нас столбик за крючком. И провязываем 1 петельку. 2, 2. Понятно? То есть, когда мы с вами перевернем вязание, видите, вот такой рельефчик появляется. Будет красиво. Так, теперь получается делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот у нас получается были вначале 3 пышных столбика, потом 2 пышных столбика. Теперь мы ныряем в арочку между 2 пышными столбиками и провязываем всего лишь только 1 пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали. И опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся опять к нашим рельефным столбикам. В данном случае они опять будут изнаночные, рельефные изнаночные. Вытягиваем ниточку и провязываем вначале 1 петельку. 2, 2. Опять точно так же провязываем рельефным изнаночным. 1 петелька, 2, 2. Вот. С изнанки получается видно такую как бы горизонтальную полосочку.
Что делаем дальше? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот к нашим столбикам. Был один, так? Потом из одного выросло 3 столбика. Теперь смотрите, в первый столбик и в последний столбик мы провязываем по 2 столбика с накидом. И в центральный 1. Всего получится 5 столбиков. Итак, в первый столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2. В центральный мы провязываем 1 столбик с накидом. И в последний провязываем точно так же 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Видите, да? То есть растет, получается, наш узорчик здесь. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять рельефные изнаночные 2 столбика с накидом. 1 петелька. 2, 2. И точно так же второй столбик. 1 петелька. 2, 2. Теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот сюда в арочку между двумя пышными столбиками. Провязываем всего лишь только 1 столбик пышный, да? Раз, два, три. Провязали. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся к нашим рельефным столбикам. То есть несложно, видите, узорчик, да? Итак, раз столбик рельефный, изнаночный. И второй столбик с накидом, рельефный, изнаночный. И заканчиваем ряд 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот у нас здесь было, помните, да, 2 столбика. В первый столбик мы верхушку ныряем и провязываем здесь 2 столбика с накидом. Раз, два. А следующий у нас получается, помните, 3 петельки подъема было. Вот мы в третью петельку ныряем и провязываем всего лишь только 1 столбик с накидом. Вот. Вот такая вот изнаночная получается у нас красота. Вот так это будет выглядеть на лицевой стороне. Угу. И теперь переходим к 4-му ряду. Делаем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. По узорчику нам здесь необходимо сделать 1 воздушную петельку. Делаем. Получается, итого 4 воздушные петельки здесь сделали. А теперь смотрите. Присоединяемся. Вот у нас 2 столбика, да? К первому столбику присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. И ко второму столбику присоединяемся 2. То есть у нас получается как бы растет здесь такой вот веерочек будет. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся к нашим рельефным столбикам. В этом случае будут у нас сейчас рельефные лицевые столбики с накидом. То есть столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. И сюда же получается второй столбик провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Понятно, да? Далее смотрите. Теперь будем делать 4 воздушные петельки. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот мы переключаемся. Один единственный у нас подпышный столбик остался. Беремся за его верхушку и провязываем столбик без накида. Есть. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И переключаемся опять к рельефным столбикам и провязываем рельефные лицевые столбики с накидом. Раз. И провязываем следующий столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Вот, видите? Вот такая вот получится красота. Вот наши пышные столбики в виде пирамидки. Их окружают рельефные столбики. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот у нас здесь получается с вами было 5 столбиков с накидом. Мы провяжем те же самые 5 столбиков с накидом, но между ними сделаем по 1 воздушной петельке. Итак, первый столбик, воздушная петелька. Второй столбик с накидом, воздушная петелька. Третий столбик с накидом, воздушная петелька. Четвертый столбик с накидом, воздушная петелька. И 5 столбик с накидом. Увидели, да? Вот такая вот получается пирамидка наоборот, да? А теперь опять провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся к нашим рельефным столбикам. Рельефный лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. И второй такой же столбик. 1 петелька, 2, 2. Теперь, смотрите, переключаемся непосредственно к нашей вот этой шишечке. Провязываем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Ныряем в верхушку
да, пышного нашего столбика, шишечки такой, провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4, и опять провязываем рельефные лицевые столбики с накидом. Повторюсь, вы можете провязывать их обычными, если захотите, как по схемке нарисовано. Так, вот, опять окружают рельефные столбики вот такую вот пирамидку. И заканчиваем непосредственно наш ряд. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И помним, да, что здесь у нас получается пол веерочка. Мы каждому столбику делаем столбик с накидом и воздушную петельку. Второй столбик делаем столбик с накидом и воздушную петельку. И получается к третьей петельке подъема опять также делаем столбик с накидом. Вот наш ряд заканчивается. Вот такая вот начинает вырисовываться интересная красота. Угу. И переходим к 5-му ряду. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее, получается, по узорчику нам необходимо сделать одну воздушную петельку. 1. Итого мы набрали здесь 4 воздушные петельки. А дальше смотрите. Мы вот провязывали в предыдущем ряду столбики, между ними воздушные петельки. Да? Так вот в эти арочки с воздушными петельками ныряем. 1. И провязываем наш пышный столбик. 1. Нырнули. 2. Нырнули. 3. Все вместе провязали и 2 воздушные петельки. 1, 2. В следующую арочку точно так же провязываем пышный столбик. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Все вместе провязали. Так, у нас получается здесь как бы половинка нашего веерочка, то есть всего лишь только будет 2 пышных столбика. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять переключаемся к нашим рельефным столбикам. Здесь, видите, по узорчику, по рисунку, это изнанка. Поэтому мы провязываем изнаночные рельефные столбики. Вот таким образом берем столбик. У нас столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. И сюда второй также столбик точно так же. 1 петелька, 2, 2. Идем дальше. Здесь мы с вами будем провязывать всего лишь 4 воздушные петельки. 1, так, 1, 2, 3, 4. И сразу же, да, перескакиваем все вот эти вот наши вот арочки, все наши воздушные петельки сразу к рельефным столбикам. И провязываем 2 опять рельефных изнаночных столбика с накидом. 1 петелька, 2, 2. И второй столбик точно так же. 1 петелька, 2, 2. Поняли, да? Видите? Вот мы перепрыгнули сразу же от одного рельефного столбика к другому рельефному столбику. Идем дальше. Опять провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И смотрите, вот у нас получается будут 1, 2, 3, 4 арочки, да, из воздушных петелек. Вот, ныряем в первую арочку и провязываем пышный столбик. Первый. 1, 2, 3. Все вместе провязали и сделали 2 воздушные петельки. 1, 2. В следующую арочку точно так же ныряем. 1, 2, 3. Все вместе провязали 2 воздушные петельки. В следующую арочку ныряем. 1, 2, 3. Все вместе провязали 2 воздушные петельки. И в последнюю арочку 4-й пышный столбик делаем. 1, 2, 3. Все вместе провязали. Вот, видите? Вот такой как бы веничек, да, формируется у нас. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся к рельефным столбикам. И здесь провязываем рельефные изнаночные столбики с накидом. 1 петелька, 2, 2. Накид. И сюда же, да, во второй столбик 1 петелька, 2, 2. И смотрите, делаем 4 воздушные петельки и сразу перепрыгиваем к следующим столбикам. 1, 2, 3, 4. И перепрыгиваем вот к этим рельефным изнаночным столбикам. 1 петелька, 2, 2. И следующий столбик 1 петелька, 2, 2. Угу. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем вот наши 2 арочки. 1 арочка и 2 арочка. Сюда провязываем пышные столбики. 1, 2, 3. Все вместе провязали 2 воздушные петельки. 1, 2. И в следующий, получается, арочку ныряем. 1, 2, 3.
все вместе провязали, воздушная петелька, и вот мы здесь сделали 3 петельки подъема, в третью петельку подъема присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Есть. Вот наша изнанка. Так, вот, смотрите, лицевая сторона. Гляньте, как переливается, да, ниточка, интересно. Вот, и смотрите, далее мы будем с вами провязывать уже повторение. То есть мы с вами провязали ровно один вертикальный раппорт узорчика. Понятно? А дальше мы с вами делаем повторение. Давайте вместе начнем. И оно будет немножко смещаться у нас. Итак, мы вначале сделали 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Сейчас нам необходимо будет сделать 2 петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается здесь 5 петелек у нас будет воздушных. И смотрите. Вот между первой и вторым получается, да, пышным столбиком здесь находится арочка. Ныряем вот в эту арочку и провязываем один пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Идут наши рельефные столбики, они будут вертикально продолжаться по всему узорчику, поэтому мы их все время провязываем рельефными, в моем случае, столбиками. Раз. И второй столбик. 2. Теперь смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот ныряем непосредственно в центр, получается, нашего вот этого большого такого арочки и провязываем один столбик с накидом. Есть. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И провязываем в рельефные столбики такие же рельефные столбики. Раз и два. Вот, видите? Такая вот получается у нас красота. Идем дальше. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, у нас здесь получается с вами 3 арочки. Вот первая арочка между первым и вторым, да, пышными столбики. Вторая арочка, третья арочка. Так вот мы будем работать в этих арочках. Раз, пышный столбик. Сделали в первую арочку. Провязали 2 воздушные петельки. Во вторую арочку. Раз, два, три. Все вместе провязали 2 воздушные петельки. И в третью арочку точно так же. Раз, два, три. Все вместе провязали. Видите, у нас получается сужается наш такой вот веерочек, который был большой, он теперь будет сужаться. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся опять на наши рельефные столбики. Рельефный столбик лицевой. Раз. Рельефный столбик лицевой. 2. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Ныряем в центр вот этой большой арочки. Столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять провязываем рельефные лицевые столбики с накидом. Раз, столбик. И 2 столбик. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся, получается, в арочку между первым и вторыми пышными столбиками. И провязываем один пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали. Воздушная петелька. И вот у нас были 3 петельки, получается, подъема. Так. И мы присоединяемся к третьей петельке и провязываем столбик с накидом. Все. Вот. А теперь внимательно посмотрите. Видите, мы с вами начинали, когда наш узорчик, вот они 3, получается, пышных столбика, да, и вот он, получается, один столбик по центру между рельефными столбиками. Вот то же самое сейчас у нас получается. Вот они 3 пышных столбика, и вот один столбик, который между рельефными столбиками. То есть теперь вы будете просто увеличивать ваш образец, узорчик, вертикально вверх. Угу. Давайте увеличим наш образец и встречаемся через несколько рядочков. Понятно? Схемка перед вами. Смотрите, ориентируйтесь, у вас все получится. Давайте. Итак, смотрите, вот, например, мы вязали и решили закончить наше вязание, да? И все равно у нас сохраняется как бы волна такая наверх, волна вниз, волна наверх, волна вниз. И я тут пробую, экспериментирую, как можно подогнать, ну, выровнять, да, получается, наш краешек. Вот. И выравнивать, так скажем, придется 2 рядами. Почему? Смотрите. Вот там, где у нас получается волна наверх, я провязываю
Где столбик, там столбик без накида. Где воздушные петельки, там 2 столбика без накида. Столбик, столбик, где воздушные петельки, 2 столбика и так далее, да? Вот. Здесь получается у нас 3 воздушные петельки перед рельефными столбиками. Я провязываю 3 столбика без накида. А вот здесь вот начинается как бы низинка, да, нашей волны. И я предлагаю провязать, получается, вот эти вот 2 рельефных столбика вот таким вот образом, полустолбиками с накидом. То есть вы делаете накид, вытягиваете ниточку и потом провязываете вместе все 3 петельки. Раз. И точно так же со вторым столбиком. 2. Далее у нас идут 5 воздушных петелек. И вы здесь провязываете 5 столбиков с накидом. Поняли? То есть получается столбики будут выше, что нам и необходимо. Раз, 2, 3, 4, 5. А потом опять у нас тут рельефные столбики, так? И рельефные столбики мы договорились, что будем немножечко поменьше. Да, у нас будет столбик, будет полустолбик. Раз, накид, нырнули в столбик, вытянули ниточку, 3 петельки вместе провязали. Раз. Далее 3 воздушные петельки мы провязываем как 3 столбика без накида. Все, то есть здесь нам нет необходимости, чтобы у нас были высокие столбики. Далее в нашу, получается, шишечку пышный столбик, столбик без накида. 2 воздушные петельки, 2 столбика без накида. Опять пышный столбик, столбик без накида. Тут одна будет у нас воздушная петелька, тоже столбик без накида. И в третью петельку подъема заканчиваем ряд столбиком без накида. Смотрите, видите? То есть ряд потихонечку выровнялся. Видите, вот здесь мы подняли, получается, столбики, и здесь подняли столбики. А дальше, для того, чтобы у вас было одинаково, как вы начинали, вы можете сделать 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И уже здесь делать полноценные столбики в каждом столбике. Поняли, да? Вот. И таким образом и краешек будет ровный, да, и будет одинаковый, как начало у вас, вашего узорчика. Угу. Поняли? Вот. Вот такая вот красота получится. Итак, что в итоге получается? Смотрите. Вот, провязали, получается, мы с вами вместе один вертикальный вот такой вот раппорт узорчика. И потом я еще провязала еще раз, да, 2, и все. Вот. Уже, в принципе, видно, что получается. Вот наши рельефные столбики. Немножко они выступают, да, над самим узорчиком. Но получается, здесь будет, в моем случае, будет лицевая и изнаночная сторона. Если вы вяжете просто столбиками обычными, то у вас может быть что правая, что левая сторона одинаковые. А у меня, получается, будет одна правая, одна левая. Что у нас получается по сантиметрам? Мы с вами набирали 45 воздушных петелек. Если же это же пряжа, если этот же крючок, это же плотность вязания, то есть приблизительно это, ну вот, 18,5 сантиметров, да, то есть непосредственно как где брать. Где потолще, получается 19. А здесь, получается, провязали 3 вертикальных раппорта по 5 рядов, это 15. Начально я набирала это 16. И здесь, получается, последняя обвязочка 17. Смотрим, сколько здесь будет. Так, ну это будет около 15 сантиметров. То есть влажно-тепловая обработка еще, да, возможно, вы сделаете палантинчик, то есть, естественно, вы его, возможно, закрепите, разложите, да, возможно, это будет у вас кофточка, возможно, это будет у вас кардиганчик, жилеточка. Я, как всегда, жду вас с комментариями, да, куда можно использовать данный узорчик, возможно, кто-то уже вязал, вот, делитесь своими впечатлениями о ниточке, об узорчике. Я надеюсь, видео вам понравилось, ставьте свои лайки, обязательно подпишитесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новые видео. А также не забывайте делиться своими друзьями и подружками. Под видео находится стрелочка «Поделиться». Нажимайте, делитесь в соцсетях. Заранее спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. Пока-пока.